Если чего-то очень долго ждешь, то это что-то обязательно наступает. Петр Алексеевич Порошенко наконец-то выступил передо мной. Ну понятно, не лично, я не могу его лично заказать перед собой выступить. Он выступил перед украинской диаспорой, а я европеец украинского происхождения. Значит, он выступил передо мной. Якби горе людське Дунайську загату розірвало, такий був плач. Плоти попри дороги тріщали і падали. І всі люди випроводжували Івана, аж як усі зупинилися перед Христом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи показував старий хрест. Когда ты президент, тебе не обязательно быть вот именно президентом. Ты можешь быть еще и актером. А особенно вот в стране, где очень любят театральные всевозможные эффекты, ты просто обязан быть актером. Порошенко актер. Порошенко представляет себя на сцене. И он цитирует, ну давайте дослушаем, там еще про бабушку будет. Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє на мене, і моє, і твоє. О, больше пафоса, больше пауз. Он и так с паузами, у него все нормально, а здесь и твое, и мое. Вот так вот было бы круче. Это он зачитал «Каменный крест» Стефаника о крестьянине, который свалил в Канаду. Ну, мол, сидит диаспора, и, наверное, им будет приятно. Слезу не пустил, но это недоработка. На самом деле, я думаю, еще поработает над собой, посмотрит в зеркало и научится плакать вовремя. За це буремне століття українська діаспора виросла в унікальне явище на етнополітичній мапі світу. И теперь внимательно слушайте, в чем именно уникальность этого явления украинской диаспоры. Внимательно! Наше розсіяння одне з найбільших. Вот это достижение, я представляю, допустим, там кто у них, премьер, да, Китая, говорит, ну что, наше рассеивание по миру, одно из самых больших, это наше достижение. Его бы, я не знаю, забросали бы какими-то китайскими поддельными яйцами просто. Мільйони і мільйони українців проживають за державними кордонами України. Заткнись. Петра Алексеевича попросту несет. Миллионы украинцев проживают за границами Украины. И это, конечно же, тоже достижение. Давай про Советский Союз теперь. Російська Радянська імперія викорінювала український національний дух як тільки могла. Голодоморами, репресіями, Сибіром, русификацией. О, да. Нам диаспоре это нравится. Вот Российская Советская империя, побольше про НКВД можно, про сталинские репрессии, это нам нравится. А теперь скажи то, что нам понравится больше всего. Та все те, що вона намагалася винищити тут, ви дбайливо зберігали там. А вот здесь поподробнее. І неначе благодатний Єрусалимський вогонь на Великдень передали в Україну, щойно вона стала на шлях відновлення. А вот оказывается как. Не все те, кто по схронам сидели, не все те, которые в лагерях сидели, не все те, которые собирались на квартирках где-то там и тайком читали запрещенную какую-то литературу, а все те, которые отвалили вовремя, вот они на самом деле были хранителями. Они сохранили весь этот дух, а потом, как благодатный иерусалимский огонь, просто передали его в Украину. Сами не передались, потому что там уже просто привыкли жить, а в украинцам передали. Более того, передали с таким, знаете, с заветом, любите Украину, любите, а мы будем следить из Канады, как вы ее любите. І цей вогонь вже нікому і ніколи не загасити. Ми переконливо довели, що протягом останніх 2 років це є правда. Кому-то что-то постоянно доказывать. Всем плевать, никто не нуждается в ваших доказательствах. Для чего постоянно для кого-то что-то делать? Делай для себя, для своей страны. Мы доказали за 2 года, мы показали. Кому показали? Никому нафиг не надо. Это, знаете, мне напоминает вот опять-таки эксгибициониста, который, посмотрите, что у меня есть. Да тебя никто не просит это показывать. І спочатку ми, українці, повалили проросійський маріонетковий режим Януковича, який і був класичною 5-ю колоною всередині держави. Ну, особенно ты повалил режим Януковича. Если он вдруг забыл, то я, представитель диаспоры, ему напомню, как он на Майдане давал распоряжение.
Головне завдання – ми блокуємо, але ні в якому разі не вступаємо в зіткнення з міліцією. Той, хто вступає в зіткнення, той, хто сюди прийшов з молотком, з топором, з сокирою, з дрючком, з ломом, з газом, з ким – це провокатор, ми його тримаємо и выдаляем из Майдана. Такой пацифист был, просто как сахарный, шоколадный был такой на Майдане. И сегодня вдруг рассказывают, мы свергли режим Януковича. И вот блокировал бы, ты бы до сих пор, наверное, блокировал бы, там стоял одиночный пикет был бы. А мне интересно, Янукович марионетка Кремля. А ты кто тогда? Марионетка марионетки? Это я тебя спрашиваю, как представитель диаспоры. Скоро, сразу после выборов. Очень скоро, если вы будете рассказывать, а не делать. Віктор Федорович, це все, що... Я об этом вчера сказал премьер. Виктор Федорович, а кто это там пытался что-то сказать, вклиниться, когда я как раз давал на орехи? А это наш герой. 1,5 месяца осталось. Хотите играть в политику? Поиграете в политику. Я не дуже зрозумів. Ну, скажіть, будь ласка, ми... Добре. Я не могу понять, скажите, пожалуйста, хорошо, это что, это марионетка марионетки? А что ты тогда не встал и не сказал, слушай, ты Янукович, марионетка Кремля, ну-ка пошел, что ты тогда прогибался? Министр марионеточного правительства Януковича. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українців різних поколінь. Без минуты молчания не обходится ни одна его речь теперь, но смотрите, как широкий диапазон, кого надо помянуть. Вшанувати січових стрільців і армію УНР, вояків УПА і українців, які під час Другої світової війни захищали нашу землю в лавах Червоної армії. І, звичайно ж, вшанувати учасників війни з російським агресором. Помянем, говорит, от Киевской Руси до АТО, еще и воинов галактики можно помянуть. Великий актер, это великий актер, погибает великий актер, Нерон просто. І, звичайно, що альтернативи ми шукаємо в рамках угоди про асоціацію на європейському. Альтернативу они ищут на европейском, дальше он бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, рынке, который очень нам важен, бла-бла-бла, и продолжает. И азиатском рынке. Та інших ринках. Щойно я повернувся з країн Південної Азії, Південно-Східної, де розкриваються ринки, і де Росія не може нам накинути удавку и перекрывать транзит. Так вот, оказывается, в чем дело. Так это Россиюшка душит, оказывается, душит наш транзит, набросила удавку, стала ногой и затягивает Украине. Транзит перекрывает Россия Украине, имеющей общие границы с Венгрией, Словакией и Польшей. Так вот, кто виноват в том, что украинские продукты не хлынули на европейский рынок. Это Россия нам перекрывает. Но уж с Азией это все. Уж мы посмотрим с Азией. Теперь-то уже все. С Африкой надо торговать. С Африкой точно Россия ни удавочку не набросит на шею. Нет, как с Венгрией набросила. 3 дні тому я повернувся з Галичини, де ми разом з європейськими інвесторами відкривали завод-постачальник конвейера BMW. Мне больше всего нравится, что он говорит и как бы так уверенно. На Львовщине построят завод, который будет производить кабели для BMW. И потратили на это аж целых 30 миллионов евро. И президент Украины поехал к крупному инвестору, который потратил целых 30 миллионов евро. Колоссальная инвестиция, которая просто требует участия Порошенко. Ну, как он сказал, будет поставлять конвейеры для BMW. Ну, так между делом, конвейеры для BMW, кабели, возможно, для конвейеров для BMW. Декілька тижнів тому повернувся з відкриття заводу, який відкриває 2 потужних японських інвестора. Он, заметьте, он не сразу сказал, он постоял, поплямкал, потому что думает, сбрехать или не сбрехать, думает, влезет, не влезет, влезет, и ляпнул декілька тижнів тому, несколько недель назад. Сьогодні в мене святковий настрій. Насправді, до цього відкриття мы шли дуже короткий промежок часу. Но по большому счету и не соврал. Несколько недель назад, 16 недель назад, это и есть несколько. В принципе, Порошенко должен взять себе на вооружение вот это вот высказывание несколько недель. Он там, через несколько недель у нас будет безвизовый режим. К примеру, через 286 недель. Я вам обещаю. И, кстати, японские вот эти потужные инвестора, они тоже там какие-то кабели решили лепить. Вони гривнею
доларом, євро, єною голосують за нашу незалежність. Если вам просто не лень, поищите вакансии вот этих двух компаний, японских этих потужных инвесторов и немецкой якобы, которая будет поставлять кабели, короче, для BMW. Поищите, какую зарплату предлагают они. Они голосуют иеной и гривной и долларом не за независимость, они голосуют за свою выгоду, потому что найти людей, которые будут за 300 долларов в месяц, а работать полный рабочий день в Европе, ну, unreal. Ми кардинально змінюємо. Долгие продолжительные аплодисменты. Где-то я слышал уже про иену, гривну, доллар. Німецькі, французькі власники своєю гривнею голосують за нашу з вами незалежність, яку Ну а после того, как прозвучали долгие аплодисменты тому, что Порошенко раз в год присутствует на открытии каких-то двух маленьких заводиков, а потом везде об этом рассказывают как о величайшем достижении нашей страны, он переходит к тому, что он как актер любит больше всего туман, пафосный туман. спільний культурний код усі часи гуртував українство. Тому ми і виживаємо в розчинах чужих світів. Потому мы и выживаем в растворах других миров. Ну давай о победах теперь. Лупи, Петя, все, не стесняйся. Теперь это не какие-то два маленьких заводика. Это сила. В рамках закону про декомунізацію демонтовано більше 1200 ідолів Леніна. Браво, браво, пошел отчет, а на самом деле о достижениях страны. Зал аплодирует, Петя делает паузы и зал аплодирует. 26 районів і 987 населених пунктів скинули з себе комуністичні назви, які невидимими ментальними нитками прив'язували їхніх мешканців до імперії. Привязывали ихних мешканцев до империи. Их не привязывала зарплата, которая вот такая вот. Их не привязывала невозможность купить даже продуктов в магазине, потому что он открыт 2 дня в неделю и продается в нем только дерьмо по завышенной цене. Нет, их привязывали названия. Ну теперь-то уж разрезали эти названия. Все, лети, лети, вольный украинец. Вот это вот Петр Алексеевич показывает как великое достижение. А я ему, как представитель думающей диаспоры, говорю: нет, Петр Алексеевич, никакое это не достижение. Показуха это и глупость, выброшенные на ветер деньги. Вот что это, Петр Алексеевич, а никакое не достижение. Люди пишаються державними символами. Подивіться, як зараз в Україні співають наш гімн. Еще одно великое достижение. Гордятся символами, поют гимн. О да, в этом преуспели, конечно. Петр Алексеевич лично показывает пример пения гимна. Ще не вмерла Україна, ще нам, браття українці. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. А поет такой, типа умирает, и говорит: посмотрите, как поют гимн. Как ты его поешь? Ты типа все уже на последнем издыхании. Згинуть наши. Уже сам вроде как почти загинул. Згинуть. О, вот тут уже лучше. Но вообще фаворитом пения гимна от Порошенко я считаю вот этот вот Оджик. Потому что начинает петь там какой-то церковный хор, какую-то там церковную песню. Он по обыкновению думает, что это гимн. И начинает петь гимн. А потом, понимая, что это не гимн, делает вид, что он просто взял ручки, чтобы помолиться. Хіба сьогодні не час перефразувати крилатий вислів американського президента Джона Кеннеді? Не питай, що Україна може зробити для тебе. Питай, що ти можеш зробити для України. Я объясню, не спрашивай, что Украина сегодня может сделать для тебя,
потому что она ни хрена для тебя сделать не может. И, конечно, очень актуально сравнивать со Штатами. Угу. Багато визнаних фахівців вважають, що і міграційній кризі не обходилися без руки Москви, адже Луб'янка ще за радянських часів нашпігувала Близький Схід своєю агентурою. Да, конечно. А потом Лубянка шепнула: агентура, а ну-ка быстро теперь все просить убежище в Евросоюзе. Ну, я, конечно, утрирую, но Порошенко актер, он играет на чувствах тех, кто пришли в этот зал, наверное, еще в жупанах такие, с деревянными такими гуцульскими топориками. Они все равно в Украину не переедут, они будут там жить. Но вот эта вот тема им очень нравится. Да, Москва виновата во всем. Як інакше розуміти заяви Путіна, що українці і росіяни є один народ, і українського народу не існує? Президент, который вот так вот просто берет и врет. Путин не говорил, что украинского народа не существует. Время от времени. А народ остается. Народ, как я уже говорил, очень близкий к нам. Я вообще не делаю разницы между украинцами и русскими. Я считаю, что это вообще один народ. Но у кого-то другое мнение, мы можем подискутировать. Сейчас не место, наверное, об этом говорить. Но мы помогаем людям прежде всего. Мы помогаем украинскому народу. Не-не-не, Порошенко никогда не врет. Поэтому вот это вот выступление Путина всегда надо использовать вот так на украинских телеканалах. Ну, что я должен сказать, что, конечно, по моему мнению, украинского народа не существует. Это, по-моему, это очевидно. Абсолютно очевидно, что украинского народа нету. Забыли. Я хотів би відповісти словами великої українки Ліни Костенко. Україна – це супер. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. І в умовах сучасного світу їй немає ціни. Как же надоело это, и как же удается умещать нас, таких героических, нас, идущих впереди планеты всей, нас, просящих постоянно какие-то кредиты, нас, которых всех постоянно унижают, нас, которым необходимо лучшее вооружение, нас, которые имеют лучшую армию на континенте, нас, которые просят: пожалуйста, придите и помогите нашей армии, нас, которые просят: давайте нам денег, еще, пожалуйста, еще больше денег, нас, которые говорят, что нас никогда не купить. В свое время Бенито Муссолини посетил одну итальянскую деревню, и местный мафиоза сказал: и пусть ни один волос не упадет с головы моего друга, там близкого друга Бенито. И он вроде бы как хотел хорошо сделать, но после этого близкий друг Бенито закрыл его. И я не помню, вышел этот мафиоза когда-нибудь уже из тюрьмы или никогда он оттуда не вышел. Если ты сильный, будь сильным. Нельзя быть сильным и при этом допускать то, что за тебя выходит разбираться посол Штатов. Нет, подожди, это моя страна. Спасибо, ты наш друг, но это моя страна, я сам выйду и скажу за себя. Нельзя постоянно клянчить и потом рассказывать о том, что ты там какой-то там это. Ну, а великое достижение — это то, что миллионы украинцев живут за территорией Украины. Я думаю, что это еще, как бы не пик нашего достижения. Я думаю, что пик еще впереди. Впрочем, не будем расстраиваться. Все хорошо.